Оля стояла и смотрела на людей. Все куда-то спешили, у всех есть свои дела, и совершенно никому нет дела до нее. Уже месяц, как она скиталась по улицам города, прячась от полицейских, ведь они опять вернут ее в детский дом. Только от этой мысли по ее коже бежали мурашки. Это был ее третий побег, и она сделала выводы из двух предыдущих, где ей можно находиться, а где нет. Первый раз ее поймали в торговом центре. Там она решила найти себе еды, ведь многие не доедают и оставляют на столиках возле фастфудов вполне целую и съедобную еду. Во второй раз она решила прийти к бомжам, но внимательные прохожие заметили с бомжами ребенка и вызвали полицию. Поэтому теперь Оля держится одна. Вечерами она заглядывает в окна людей. Вчера она видела, как одна семья наряжала елку, как смеялись дети и их родители, а ей стало грустно. В детском доме она была не с рождения. У нее были мама и папа. Они также весело наряжали елку. Конечно, папа не очень веселился, больше мама, но она привыкла к тому, что папа мало на нее обращает внимания. Зато мама ее очень любила, и Оле хватало этой любви. Папа тоже иногда ее обнимал, но это бывало редко. А потом ей сказали, что не скоро будет братик или сестренка. Тогда и к ней отношение отца стало более мягким, а Оля радовалась. Теперь ей будет кому рассказать свои секреты, и неважно, кто будет, брат или сестра. Если сестренка, то она поделится с ней своими игрушками, а если братик, то у нее будет защитник. Ну и пусть младше, но как круто, когда у тебя есть брат. От этих воспоминаний у нее навернулись на глаза слезы. Она отошла от окон, чтобы ее не заметили. Пусть в этой семье никогда не случится того, что случилось с ней. Однажды за ней в садик никто не пришел. Воспитательница звонила родителям, но никто не брал трубку. Тогда она решила сама отвезти девочку домой, но и дома никого не было. Посовещавшись с заведующей, воспитатель отвела девочку к себе домой, а сама пошла в полицию. Оля сначала испугалась, но ее успокоили, и у воспитательницы дочки нашли, чем ее занять. На следующий день воспитательница, пряча глаза, сказала Оле, что за ней сейчас придут. Оля обрадовалась, думая, что это родители, но пришли две незнакомые ей тети, а потом она оказалась в детском доме. Только там она узнала, что родители попали в аварию и погибли, что не нашлось родственников, которые захотели бы забрать Олю к себе домой, и что теперь ее дом здесь. Но этот дом Оле совсем не нравился. Ее дразнили и били, и она решила, что на улице лучше, чем здесь. Это она и сказала, когда ее вернули после первого побега и после второго. И вот она на улице. Каждый вечер она находила разные места для ночлега, подальше от людей, и чтобы стены и потолок, которые хоть немного закроют от холода. Сегодня она нашла заброшенный дом, обошла его со всех сторон и увидела, что в двух комнатах даже на месте стекла в окнах. Одно только ее смутило. В одной из комнат она увидела на полу какие-то вещи, а это означало, что дом уже занят. Но другого места для ночлега у нее не было. Спрятавшись в небольшом сарае, она ждала, кто же придет в этот дом. Артем возвращался домой. Ну как домой? В место, где он обитал уже 4 месяца. Сегодня ему удалось немного подработать на рынке. Он помогал носить ящики с фруктами и овощами. В преддверии праздников там требовались дополнительные руки. Артем не пил, как многие бездомные, старался по мере сил выглядеть опрятно, и его брали на работу. Уже 4 года, как он скитался по городам своей области, и вот вернулся в родной город. Дружбы он ни с кем не заводил, был одиночкой. Однажды рассказал о себе, а его обсмеяли. Мол, от такой жизни не идут на улицу, поэтому больше ни с кем не хотел делиться своей болью. Артем вырос в детском доме. После того, как выпустился, ему дали небольшую квартиру.
Он поступил в медицинский колледж, потом в институт. Он всегда мечтал помогать людям, и сначала ему было не до личной жизни. Всего его поглотила работа. Он узнавал все больше нового, оттачивал свои знания и навыки, и к 30 годам стал уже узнаваемым в своем городе хирургом. Все вроде хорошо, но мысли о том, что хочет семью и детей, не давали ему покоя. Где искать себе жену, когда большую часть времени он проводил на работе? И тут к ним в больницу устроилась работать новая медсестра, Светлана. Артем увидел ее, красивая, стройная, но она его не зацепила. А вот он ей понравился. Поэтому Света старалась с ним столкнуться. То в коридоре, то на обеде в столовой. Но Артем ничего этого не замечал и не придавал значения, пока на очевидное ему не указала санитарка баба Нюра. Именно так он ее называл, когда никто не видит. Она была душой всего отделения, и многим было жаль, что она скоро уходит на пенсию. Баба Нюра всегда находила доброе слово как для пациентов, так и для персонала. «Артем Владимирович», – строго сказала баба Нюра. Артем остановился. Голос бабы Нюры не предвещал ничего хорошего. Он вопросительно на нее посмотрел, а она, взяв его за локоть, отвела к окну и заговорческим шепотом сказала: «Артем, я вижу, как Светка хвостом крутит перед тобой. Это только ты не замечаешь. Не ведись на красоту. Плохая девка. Просто ищет, где б удачно устроить жизнь. А человек ее не интересует. Только деньги и статус». «Баб Нюр», — также шепотом проговорил Артем. Когда они наедине, они всегда общались на «ты», и это никого не обижало. «Ну какие у меня деньги и статус? Я просто хирург в городской больнице». «Ой, ну прям просто. Во-первых, тебя метят на место заведующего отделением. Во-вторых, кому уже приходили предложения из частных клиник? Ну а в-третьих, у кого большая квартира в центре города?» С этим было не поспорить. Ту маленькую квартиру он давно продал и купил трехкомнатную и светлую. Да и предложения по работе действительно ему приходили. Но он хотел иметь возможность помогать любому человеку, а не только тому, у кого есть деньги. Поэтому отказывался. «Вот вижу по тебе, что ты понял. Это сейчас тебе зарплаты хватает. А потом Светка охмутает тебя, будет говорить, что для семьи ты зарабатываешь мало, и уговорит уйти отсюда». Артем пообещал быть поосторожней с девушкой и попрощался с бабой Нюрой. Через неделю она ушла на пенсию, а Света еще больше принимала попыток покорить сердце Артема. И вот после новогодней смены в больнице он провожал ее домой. Дежурство выдалось тяжелым, не до праздника было совсем, а у нее дома была курица и оливье. Он и не заметил, как они начали встречаться. Через несколько месяцев Света уже переехала к нему, и они планировали свадьбу. Света была рада, что ее планы исполняются, а чтобы подстегнуть Артема, она забеременела. Его счастью не было предела, и они решили, что на следующей неделе подадут заявление. Но на следующий день ему позвонили, и он стал спешно собираться. «Милый, ты куда?» – спросила Светлана, увидев, как муж мечется по квартире и собирает вещи. «Понимаешь, мне позвонили. Мой единственный друг, военный, и его ранили. Там никто не справится с таким ранением. Они сейчас его поддерживают, но срочно нужен хороший хирург. Я давно на работе не брал отпуск, поэтому мне одобрили без проблем. Не переживай, я скоро вернусь». Он поцеловал ее и убежал. С Вадимом они дружили с детского дома. Артем просто обязан его спасти. И спас. Но увидев, сколько пациентов и сколько докторов, решил остаться там на весь отпуск. «Света, понимаешь, мне надо помогать людям. Тут не только военные, но и гражданские, которым не оказывается помощь из-за нехватки специалистов». Света не понимала, но решила, что уж месяц она потерпит. Но прошел месяц, а Артем не возвращался. Еще через месяц она прислала ему СМС, что они расстаются, и она уезжает.
Света встретила бизнесмена из другого города, который просто влюбился в нее с первого взгляда. Артема как током ударило, но Света на звонки не отвечала, а ведь он уже был в поезде и ехал домой. Артем надеялся, что успеет застать ее дома, но дома была тишина. С работы Света уволилась, и никто не знал, куда она поехала. Артем поднял все свои связи, но найти ее так и не удалось. Он начал выпивать, ведь он потерял не только любимую, но еще и ребенка. Он даже не знал, кто у него родится, сын или дочь. Вскоре его попросили уйти с работы, и тогда он решил искать сам. Ездил по городам, ходил там по больницам и спрашивал, не работает ли у них такая медсестра, показывал фото прохожим. Деньги вскоре закончились, а поиски он не бросил. Он научился выживать на улице, работал и искал, не теряя надежды. И вот он вернулся в свой город, ведь нашел ниточку. Говорили, что Света со своим мужем и дочерью переехали сюда. Теперь он знал, что у него есть дочь. Артем был уверен, что это именно его ребенок. Но уже прошло 4 месяца, а найти он их не может. Он также продолжает жить на улице, хоть и квартира есть. По-хорошему надо забыть эту жизнь кочевника, вернуться домой, постараться вернуть работу и зажить прежней жизнью. Но не тянуло его туда. На улице он вглядывался в лица девочек и их мам, но ни Светы, ни дочери не было видно. Сегодня он видел в магазине красивую куклу. Вот такую он бы подарил своей дочери на Новый год, если бы нашел ее. Он понуро шел вдоль дороги, свернул в переулок, посмотрел на место, в котором жил. Тяжело вздохнув, открыл калитку. Пора с этим заканчивать. Ведь пока он искал, он мог бы спасти много жизней. И пусть с ним не случилось чудо, он может подарить это чудо кому-то другому. Что-то сегодня надломилось внутри. А может, этому помогла овчарка, которая всегда крутилась на рынке возле него, а сегодня пошла следом за ним. Решив, что сегодня последняя его ночь здесь, он вошел в дом. Оля видела, как в дом вошел мужчина с собакой. Эх, она так надеялась, что никто не придет, или это будет тетя. Но мужчина шел твердой походкой, не было похоже на то, что он пьян. Да и когда она смотрела через окно, то не увидела пустых бутылок в комнате или грязи. А еще собака внушала какое-то доверие. В сарае было совсем холодно и есть хотелось сильно. А у мужчины в руках был пакет. Может, там еда, и он поделится с ней хотя бы кусочком хлеба. Переступая через страх, она тихо вошла в дом, дошла до комнаты, которая была закрыта, и робко постучала. Артем встрепенулся. Странно, уж гости к нему сюда не ходили, а если бы пришел другой бездомный, то точно бы не стучался аккуратно в дверь. Артем приоткрыл дверь и увидел девочку. Она смотрела испуганно на него. Он отошел в сторону и пригласил войти. Оля вошла и встала у стены. «Не бойся, она не тронет», — сказал Артем, показывая на собаку. «Меня зовут Артем, а тебя?» «Оля». «Оля, ты хочешь кушать?» Конечно, это был глупый вопрос, ведь он увидел, как она смотрела на пакет. Но все-таки надо было с чего-то начать разговор с гостьей. Оля кивнула и присела рядом с собакой, которая виляла хвостом. Наевшись, она спросила: «А как ее зовут?» Артем замешкался. «Не знаю, она бездомная, а сегодня пошла со мной, а я пока звала ее просто собакой». Оля засмеялась и предложила назвать ее Найда. Ей всегда нравилась эта кличка, и она мечтала, что когда у нее будет собака, то именно так ее и назовет. Но родители не заводили собаку из-за частых переездов. У отца были какие-то проблемы, поэтому на одном месте дольше, чем на полгода, они не задерживались. Артем согласился. Он увидел, что девочка хочет спать, уступил ей свое место, бережно накрыл ватником, а Найда легла рядом, согревая девочку. Артем не мог уснуть. Он сидел и смотрел на маленькую девочку, что она делает на улице, где ее родители,
Он пока ничего не знал. Неудобно было ее расспрашивать. А завтра он узнает и постарается помочь. А если она потерялась? Надо обратиться в полицию, но не в таком виде. Когда в голове выстроился план, он уснул. Артем проснулся, когда было еще темно. Начал потихоньку собирать вещи, а с первыми лучами солнца проснулась и Оля. «Вы куда-то уходите?» «Мы уходим, Оля. Все втроем». Оля испугалась. Она не хотела обратно в детский дом и расплакалась. Артем испугался за девочку и начал успокаивать. А Оля рассказала ему все о своей жизни. В ответ Артем рассказал о своей и пообещал, что она не вернется в детский дом. Он не нашел свою дочь, но нашел Олю и не даст ее в обиду. В этот же день они шли на квартиру к Артему. Соседка сначала не узнала его, а потом, присмотревшись, ахнула. Отдала ему ключи от квартиры и квитанции с чеками. Все это время она оплачивала квартиру, ведь Артем оставил достаточно крупную сумму на это. Он еще не знал, как удочерить Олю, но знал, что сделает все для этого. И работу найдет, и обойдет всех старых знакомых, да хоть на коленях будет упрашивать. Сначала Оля искупалась. Соседка дала немного вещей своей внучке, которая периодически у нее гостила. Выйдя из ванны, стала оглядываться. Когда Артем тоже привел себя в порядок, то нашел Олю в большой комнате, стоящей перед фотографией. Артем подошел и решил убрать фото. Хватит жить прошлым, теперь он не один, у него есть Оля и Найда. Но Оля остановила его руку, посмотрела ему в глаза. «Ты не нашел свою дочь, она сама тебя нашла». Артем стоял и не мог ничего сказать, а Оля показала на фото и продолжила. «Это моя мама, Света, и теперь я понимаю, почему папа меня не любил». Артем опустился на колени и расплакался. «Прости, дочка, прости, что так долго тебя искал». В этот Новый год они были вместе. Ему удалось этого добиться, и до суши нет дела об установлении отцовства Олю оставили с ним. «Оля, скоро пробьют куранты. Ты придумала желание?» «Нет, у меня все есть. У меня есть папа и Найда. Хотя хочу еще кое-что». «Скажешь?» «Нет, а то ведь не сбудется». Прошел год. Настала пора прощаться с уходящим годом. Оле этот год принес только счастье. У нее есть отец, Найда и теперь тетя Катя. С ней они познакомились, когда папа оформлял документы, и она им очень помогла. И потом помогала. А как-то Оля шепнула папе, чтобы он присмотрелся к тете Кате. И теперь уже 3 месяца, как они живут все вместе. Девочка постучала ложкой об стаканчик, чтобы привлечь внимание. Взрослые улыбнулись. Перед ними стояла их Оленька, любимая девочка, которая в этом году уже пошла в школу и сильно повзрослела. «Пап, помнишь, я в прошлом году загадала желание и не сказала, какое?» «Помню», — ответил Артем с улыбкой. «Я загадала, чтобы у тебя появилась жена, а у меня мама. Так что желания сбываются. Главное верить». Оля улыбнулась и побежала обнимать Катю, которая уже не сдерживала слез радости, потому что ее впервые назвали мамой, а Артем не мог налюбоваться на своих девочек. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. И не забывайте верить в чудеса. С наступающим Новым годом и всего вам доброго. До свидания.